Серьезнейшая травма Гави. Бавария хочет Варана. Развязка отбора к Евро. Проблемы у Эвертона. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Рафаэль Варан привлек внимание Баварии. Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, в мюнхенской команде обсуждали возможность подписания защитника МЮ. Этот вариант считается интересным, но на данный момент нереалистичным из-за высокой зарплаты француза. Тем не менее, чемпионы Германии продолжат следить за игроком в ближайшие недели. Варан получает в Англии свыше 17 миллионов фунтов в год. Он оценивается в сумму около 20-30 миллионов евро. При этом аренда не рассматривается. Итальянская Рома готова рассмотреть предложение по защитнику Крису Смолинга на фоне интереса со стороны клубов Саудовской Аравии, сообщает газета Делла Спорт. 33-летний Смолинг только летом продлил контракт до лета 2025-го, но не играл с начала сентября из-за травмы сухожилия. Волки готовы расстаться с ним в январское трансферное окно. Минувшим летом Смолингом уже интересовались саудовские клубы, а в долгосрочной перспективе они рассматривают трансферы и других игроков Джеларосси. Например, контракт Леонардо Спинацолы, который истекает в июне, или Пауло Дибала, который является одной из главных целей саудовской профессиональной лиги, наряду с их главным тренером Жозе Мауриньо. Плохие новости для болельщиков Барселоны. Вчера клуб сообщил, что Гави получил разрыв крестообразной связки правого колена. Он травмировал его в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Грузией. На 26-й минуте Гави был заменен из-за повреждения. Обследование, проведенное в понедельник утром, показало, что у Гави полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и сопутствующее повреждение латерального мениска. В ближайшие дни игроку будет сделана операция, после чего будет опубликована новая медицинская информация, говорится в сообщении клуба. Таким образом, 19-летний футболист не появится на поле до конца нынешнего сезона, а также рискует пропустить чемпионат Европы. Также Барселона должна будет получить выплату от FIFA в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты. Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет 7,5 миллионов евро в год или 20,5 тысяч евро в день. Сумма выплат, которые полагаются Барсе, будет рассчитываться с 16 декабря. После того, как Барса получила информацию о травме Гави, они начали искать запасной вариант. По информации Diario Sport, Барса начала поиски кратковременной замены Гави. Каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. В настоящий момент спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты. Их интересует игрок, который силен физически и агрессивен в единоборствах. При этом сумма трансфера не должна превышать 2,5 миллиона евро. Отмечается, что не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды, если будет возможность соблюдения правил регистрации. Контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты Гави. Сделка по продаже Эвертона американской компании может сорваться из-за сложной экономической ситуации ирисок и 10-очкового штрафа от АПЛ. Ранее 15 сентября было объявлено о предстоящей продаже контрольного пакета акций Эвертона текущим владельцам, иранским бизнесменом Фархадом Машири, а потенциальным покупателем может стать американская компания 777 Partners, в собственности которой находится итальянский Дженуа и еще 6 клубов в разных странах мира.
Однако, по данным источника, новые потенциальные инвесторы изменили свое мнение о целесообразности покупки. На это повлияли штрафные санкции, которые применили к рискам со стороны АПЛ из-за нарушения финансового фэрплей. Бенфика не намерена начинать переговоры с Манчестер Юнайтед по трансферу полузащитника Жуао Невиша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Twitter. По информации источника, португальцы знают об интересе к своему хавбеку со стороны Красных Дьяволов. Однако не будут вести диалог с представителями английского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в контракте футболиста с Орлами есть тот же пункт, что и у аргентинца Энсо Фернандеса год назад. Сумма отступных равна 120 миллионов евро. Sky Sport передает, что бывший защитник Манчестер Сити подал исковое заявление в суд по трудовым спорам. Он требует возместить несанкционированные вычеты из заработной платы, которые производились после того, как в 2021 году он был обвинен в изнасиловании, а в текущем году футболист был признан невиновным по всем статьям. Теперь же француз подал многомиллионный иск, затрагивающий период с сентября 2021 по июнь 2023. За это время он не получал от Ман-Сити зарплату, хотя имел с ним действующий контракт. Руководство Лос-Анджелес Galaxy приняло решение усилиться вингером ПСВ Ирвином Лосано. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере. По информации источника, Лосано и его представители уже вели переговоры с клубом МЛС в летнее трансферное окно. Однако тогда переход сорвался. Отмечается, что зимой Galaxy будут предпринимать новые попытки для подписания 28-летнего игрока. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, 22 миллиона евро. Сборные Украины и Казахстана не попали на Евро 2024 напрямую. Команда Сергея Реброва заняла третью строчку в группе С, в которой также выступали Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Команда Магомеда Адиева финишировала третьей в группе H с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино. Украина и Казахстан попали в плей-офф отбора на Евро 2024 за счет их рейтинга в Лиге наций. Казахстан сыграет со сборной Греции. То же касается и Эстонии, которая набрала всего 1 очко в группе F, но отправляется в стыковые матчи благодаря поражению Молдовы от Чехии.